Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Красная Таблетка. И сегодня вот в такой нестандартной обстановочке на чиле, на расслабоне я расскажу о самой серьезной теме – матрице мышления. Что же такое матрица мышления? Как ее можно использовать во благо человеку? И вообще, это не про фильм, это про наше настоящее, что создает ежедневно твои проблемы, успехи и вообще в целом реализацию нашей жизни. Как сделать так, чтобы отстать от себя и получать, достигать тех результатов, целей, мечт, которые ты всегда желаешь, и не выгорать? Канал саморазвития «Красная таблетка». Для того, чтобы использовать во благо нашу матрицу мышления, во благо нашей реализации, нашего успеха, счастливой жизни, получения того, что мы хотим, необходимо понять сначала, что вообще это такое. Это не совсем про фильм, но в фильме действительно указано очень много мыслей, но этот фильм необходимо смотреть не совсем просто фантастики или какого-то боевика. Его необходимо смотреть очень внимательно и слушать все диалоги, ситуации и обстоятельства, которые происходят вместе с этими ребятами. Это про наше мышление, про наши ограничения, про нашу систему, про нашу формулу жизни, куда мы засовываем все информации, все, что мы видим, куда мы идем, и пропускаем через нее и получаем что-то в этой жизни. Матрица — это некие структуры, которые между собой взаимосвязаны как-то, и мы всегда, анализируя предыдущую часть матрицы, можем понять, что будет или как это все произойдет. То есть это, по идее, какая-то понятная математическая, в принципе, формула, на которой можно вычислить любые исходы ситуаций, которые могут произойти с человеком. Матрица по факту звучит как судьба. Система, в которой находится человек, не просто физически, именно бессознательно. Вот в этом и вся и сложность, что она незаметна. Наши ощущения, наши реакции, наши желания построены на этой матрице. Воспринимается нами как настоящее, само собой разумеющееся. Когда нужно плакать, когда нужно нервничать, как нужно работать, как нужно чувствовать, как нужно ухаживать, что такое красота, да? Очень много людей говорит о том, что мне нравится, но вот я так люблю, ну я вот так вот делаю, ну вот у меня вот так вот получается. Но если ты понимаешь, почему ты так делаешь и почему тебе это нравится, приходят совсем другие размышления на тему себя и на тему своих чувств и эмоций, которые ты проявляешь, или действий, которые проявляешь ты в этот мир. И на этом канале собрались, безусловно, люди, которые интересуются своим собственным развитием, которым реально хочется разорвать это чувство вот этой неудовлетворенности, которое каждый день нахлынывает. Ты просыпаешься и понимаешь, что ты в тех же самых обстоятельствах, ты в тех же самых ситуациях. И вот тут уже идет легкий разрыв матрицы, когда приходит именно это чувство, и его не надо ни в коем случае заглушать. Тогда, когда люди говорят, что нужно отдохнуть, съездить, нужно там развеяться, ни в коем случае нельзя это делать. Когда ты находишься в таком состоянии, твоя нервная система начинает просто оргазмировать энергией. И эта энергия, она как бы воспринимается негативно, но по факту в этот момент происходит очень глубинный поиск. Почему? Где, что не так. То есть именно эту энергию необходимо использовать для взлома матрицы. Поэтому, когда вы чувствуете некую неудовлетворенность в себе, в своей жизни, в своих результатах и вообще в целом, это самое благостное состояние и время, которое необходимо использовать с пользой. И сегодня мы как раз используем эту энергию, потому что люди, кто интересуется такими видосами, 100% испытывают такие состояния. Как и я испытывал эти состояния, постоянно искал, постоянно наблюдал. Поэтому сегодня я вам хочу об этом рассказать. Так, матрица. Исследуя мышление человека, в первую очередь свои реакции, я заметил, что у меня есть действия, которые я не замечаю. Я реагирую на определенных людей, на определенные ситуации определенным образом. Я начал думать и задавать себе постоянно вопросы, а почему? Почему я делаю именно так? Почему иначе я не могу? Это очень сильно важное осознание. Твой аватар идет по определенной программе. Это некая субличность. В моем случае это Павел, который реагирует на какие-то ситуации. Эти реакции, как правило, нам даже незаметны. И это построено даже на простых бытовых форматах. Что ты ешь? Как ты ешь? Доедаешь ли ты? В какой посуде ты ешь? С какими людьми ты общаешься? Какую музыку ты слушаешь? Да? И так далее. И пошли в глобальное. Да? Какой проект ты выбираешь? Каких женщин? Какую семью? Какой объем работы? Какой объем ответственности? Все это построено на самом простом. И вот это самое важное. Для взлома матрицы необходимо
необходимо понять, что все глобальные вещи заключены в простом. Совсем недавно я опубликовал видос «Красивые люди тупые». Я там сравниваю как будто бы несравниваемые вещи. Обязательно посмотрите. Подписка на YouTube, желать что-то сделать красивому человеку — это одно и то же. Построено на инстинкте самосохранения. Вот именно эти реакции, когда ты начинаешь считывать в себе, они незаметны. Но когда ты начинаешь их замечать через проводника, через наставника, тот человек, который начинает просто брать и твою голову поворачивать и говорит: вот смотри, вот это работает так. Ты это делаешь не потому, что ты такой добрый, или не потому, что ты там хочешь этого. Ты делаешь это потому, что тебе мама об этом сказала раньше в детстве, либо потому, что тебя пристыдили в детстве в душе. Поэтому ты топишь, зарабатываешь деньги, выгораешь, здоровье уходит. Мы разрушаем себя абсолютно просто, абсолютно незаметно для нас. Я же на работе нахожусь, но это же нормально, логично, когда ты теряешь свое здоровье, когда у тебя спина отключается и так далее. Почему для меня это нормально? Нужно это заметить, что для тебя нормально — это ненормально. И вот в этом и заключается одновременно шизофреничная часть моего посыла канала «Красная таблетка», как будто бы я кого-то хочу оскорбить или как будто хочу рассказать какую-то непонятную вещь, какую-то космическую, ненужную для жизни нормального человека. Это единственное, что необходимо в нашей жизни. Это единственное, что необходимо для того, чтобы получить свой результат. Идешь по улице, в другой стране, встречаешь знакомого себе человека, и ты его друг, очень хороший друг, ты знаешь его миллионы лет, но он проходит и не обращает на тебя внимания. Разворачиваешь, и он такой: «А, нифига себе, это ты, что ли?» Просто в матрице нет файла, что здесь рядом сейчас может быть этот человек, и он не замечает его абсолютно. То есть просто есть все люди, но точно не тот человек, с которым он жил в другой стране, понимаете? И в этом и заключается баг. Вот когда ты начинаешь замечать вот эти вот мелкие структуры, мелкие реакции человека, нашего аватара, ты начинаешь понимать, что если ты что-то не видишь вокруг себя, это не значит то, что этого нет. Просто этого файла не загрузили в матрицу, понимаешь? В детстве сказали, что нужно работать очень усердно, нужно изнемогать, тратить всю свою жизнь и здоровье на одной работе, которая приносит тебе, допустим, там 50-100 тысяч рублей. Понимаешь? Но при этом, при всем, существует огромное количество вариантов, как люди зарабатывают деньги на сегодняшний момент. Но мы этого не видим просто, понимаете? Мы просто этого не видим. Существует огромное количество профессий, которые мы просто даже не могли себе представить, что такое существует. И в этом и заключается важная суть, когда ты разблокируешь возможность мыслить немножечко по-другому, инако мыслить, да? Немножко нестандартно, что и развивает мои видосы, что и развивает мое мышление, что и развивает моя трансляция тех идей, которые сейчас я передаю. Оно развивает нестандартное мышление и, соответственно, провоцирует, пробуждает нестандартное видение на другие ситуации. И ты тогда начинаешь замечать просто даже там же, на том же стуле, где ты находишься, совсем другие возможности твоей реализации, расширения твоего проекта, в котором ты сейчас находишься. Это не значит то, что ты прям кардинально начнешь менять свою профессию. Ты просто начнешь видеть другие, более оптимизированные возможности. То есть необходимо обновить свою матрицу. Так вот, как взломать матрицу мышления? Ее необходимо в первую очередь начать замечать. Как вы боретесь какое-нибудь вредное слово, которое привязалось к вам, типа, привязалось к вам. Как вы избавляетесь от слова типа? Люди вам начинают говорить: ты часто говоришь слово типа. Или ты начинаешь самостоятельно замечать в своих видео, голосовых сообщениях, что ты постоянно используешь это слово типа. И самое первое, что ты начинаешь делать? Ты начинаешь замечать. Каждый раз фиксировать на этом, что это не нужное слово для твоего лексикона, и постепенно ты его забываешь. Посмотрите мой видос про привычки, и я рассказываю абсолютно простым языком привить классные привычки и убрать ненужные, которые мешают вам двигаться. Когда ты ведешь машину за рулем, ты же не замечаешь все светофоры, знаки, людей, собак, там, детей, пешеходные переходы. Твой аватар едет, и ты можешь разговаривать при этом по телефону, ты можешь писать смс-ку, ты можешь разговаривать с людьми, которые рядом с тобой едут. Ты не замечаешь этого, твой аватар определенно настроен вот именно в этом действии. И это действие протекает вне зависимости от твоего какого-то внимания или каких-то твоих там желаний. Безусловно, ты думаешь о том, куда ты поедешь, но аватар уже выполняет базовые функции. Как нажать газ, как крутить руль, как нажать на кнопку там дворников и так далее. Это делает аватар, ты это уже не обращаешь на это внимания. И в этом и заключается простота и сложность нашей матрицы, что мы идем
идем по направлению к нашей цели, но аватар выполняет бессознательно, незаметно для тебя действия, которые либо тебя реально вытаскивают на супер уровень, либо они останавливают и оставляют тебя на одном и том же уровне, на котором ты находишься. В этом вся и фишка. И это не значит, что Илон Маск какой-то супер там космический мужик, который делает больше или там круче, чем другой. Ты там, да, хуже, чем он. Нет. Просто его аватар настроен таким образом, его матрица мышления изначально выстроена таким образом, его родители, его ситуации в детстве дали ему возможность реализовываться таким образом. Абсолютно другие настройки, которые дают ему возможность реализовываться. Вот и все. Понимаете, какая история? И в этом и заключается самая главная суть. Матрица, последние слова и все, хватит. Мы часто думаем, что нам необходимо увеличить свою продуктивность, оптимизировать свою систему взаимодействия там в бизнесе или с клиентами. Это все очень верно. Важный момент только в том, что это второстепенная база. Если ты решишь базу, то твой аватар начнет решать эти вопросы самостоятельно. Когда мы с клиентами делаем практику на внутреннего ребенка или на родителя, мы начинаем вытаскивать те страхи, состояния, которые они сами мне начинают рассказывать. Блин, нифига, прикинь, я вспомнил эту ситуацию, мне так дало это травму такую жесткую, я до сих пор избегаю этих вещей. Вот именно эта матрица и построена, что получается, если вдруг где-то нарисован красный цвет, то некие люди пойдут в этот красный цвет, а кто-то будет понимать, что красный цвет это опасно, я не пойду туда, но ты даже не заметишь, что ты отреагировал. Когда ты идешь в какую-то кафешку, для тебя есть определенные приоритеты, типа там по цвету обстановки, какой будет стол, как будут люди выглядеть, какая будет музыка. Ты думаешь, что тебе типа это нравится, но на самом деле это есть определенные ключевые, точные, четкие, понятные вещи, на которые опирается твой аватар, и в итоге выстраивает для тебя слово «хорошо», «нормально». Когда ты начнешь понимать, что все твое нравится, красиво, все это объяснимая реакция, базируемая на твоем предыдущем опыте, тогда начнется исцеление, начнется взлом матрицы, который, кстати, даже будет происходить на бессознательном уровне. То есть это не связано с тем, что ты будешь прямо там что-то чувствовать. В какой-то момент ты придешь в какой-нибудь ресторан и выберешь другую еду. Ты выберешь другой ресторан, другой цвет одежды. Ты выберешь другую женщину, другого мужчину, других друзей. И начнешь по-другому реализовывать себя. Выберешь другое действие, начнешь по-другому общаться с людьми. Выберешь другую профессию. Ты просто начнешь бессознательно делать то, что приведет тебя к этому как раз результату. Надо реально отстать от себя, заставлять. Нет смысла себя, нет смысла заставлять ребенка делать уроки. Если он не хочет этого, сделайте либо это ему интересней, либо нахрен отстаньте от него, потому что ему это не интересно. Сделайте упор на другую реализацию этого ребенка и скажите учителю уже наконец-то, он не хочет этого делать. Ставьте тройку, не надо его ругать. Все, ему это не нужно. Пускай он реализовывается в других направлениях, я больше чем уверен, что у каждого человека есть такая сфера, где он максимально может бомбить. И ты, кстати, будешь работать 24/7, как и всегда. Только ты не будешь себя заставлять. Когда ты занимаешься своим любимым делом, и твой аватар течет по этой реке в направлении твоих желаний, твоих целей, тогда ты получаешь бессознательно те результаты, которых ты мечтал или которых выжимал из себя, когда находился в матрице, старой матрице, которую нужно обновить. В этом видео я постарался от души передать тот самый глобальный смысл, что такое матрица и как ее можно начать уже взламывать. Безусловно, в этом видео я не смогу пересказать все процессы, которые проходят рядом с моими клиентами, и то, что делаю я на себе, и то, что необходимо сделать для того, чтобы взломать. Но мы увидимся с вами в следующем видосе, и я продолжу эту глобальную тему, которая поможет нам улучшить, автоматизировать нашего аватара, который пойдет бессознательно, незаметно для нас всех в реализацию. Нужно выбираться. Скоро увидимся. Канал саморазвития «Красная проблема».